Апрель у рыбаков считается одним из самых уловистых месяцев в году, потому что апрель подводит своеобразную черту между рыбалкой подледной и на открытой воде. Именно в апреле есть все шансы попасть на хорошую рыбу. Конечно же, по приезду на Витим нам хотелось взять ледобур и снасти, оставить все хозяйственные дела и поскорее начать рыбачить. Но тайга диктовала свои законы. Для экономии рыбацкого времени мы приготовили завтрак на газовой плитке. Имея в наличии сковородку, почему бы не пожарить яичницу с колбасой? Вполне по-домашнему, только гораздо вкуснее. Но даже аппетитный запах не мог заставить Василия Сергеевича оторваться от своей заветной коробочки. У каждого рыбака есть такая, и не всякий вам ее покажет, потому что в ней хранятся самые уловистые обманки, и каждый опытный рыбак, как правило, делает их сам. На свежем воздухе отсутствием аппетита никто не страдал. Пока я снимал эту сцену, запах жареной колбасы с яйцом не давал мне покоя. Едим под открытым небом. Если же говорить о погоде, она была разная. Ветер, мороз по ночам до минус 18, снег, ну и немного солнышка нам все же перепадало. Таков витимский апрель. Спутниковый телефон – вещь в тайге просто необходимая, тем более в экстремальной ситуации. Но у нас таких ситуаций не возникало. Мы просто получали удовольствие от общения с большой землей. Чё, как дела у вас? А сейчас как погода? Тепло, а как? У нас ветер и снег. Чтобы холодная ночь не застала врасплох, нужно заблаговременно подумать о заготовке дров. Комфортно устроиться на берегу дикой реки не так просто. Это требует определенного навыка, сноровки и снаряжения. Для костра выбираем сухую, отжившую свой век лиственницу. Вот так идет подготовка к ночевке, чтобы 2-3 дня жить потом и не думать ни о чем. Сейчас наколем поленницу и вперед. Что варить, что топиться. На костре мы грели воду для утреннего туалета. Ведь ледяной водой из лунки умываться не будешь. И еще дрова нужны не только для костра, но и для печек, которыми оборудованы наши УАЗы. Это отопительный узел, печка одного известного мастера читинского. Сделана на совесть. На одной закладке горит 4-5 часов. Температура при желании можно достичь 30 градусов внутри, когда за бортом минус 30 будет. Машина служит нам в тайге домом. А в доме, как известно, должно быть тепло и максимально комфортно. Здесь у нас спальный отсек. Прочные деревянные нары. Со складные сверху поролоновые коврики. Ну и одеяло, спальнички. 3 человек спят поперек в полный рост. Ну, среднестатистических 176 сантиметров. Для поиска рыбы мотобур очень эффективен. Это механическое устройство с двигателем внутреннего сгорания позволяет в короткий срок и с минимальными силовыми затратами бурить 2-метровый лед. Правда, в одиночку с ним не управиться. Вот так где-то лед. Толщина льда 1,50 м, 1,60 м. Несмотря на то, что осенью по перволедию именно на этом участке Витимы был пулеметный клев хариуса, что называется, в рыбу мы не попали. Все немного расстроились, все-таки Витим река рыбная. Гальян, заселивший этот плес, не давал нам покоя все время, которое мы провели на этом месте. А в ноябре здесь была другая картина.
Вот такая была рыбалка. А теперь только гальян. Отменный клев в ноябре и отсутствие его в начале апреля вполне объяснимо. Осенью хариус и другая рыба готовятся к длительной зимовке, а соответственно усиленно питается. В начале апреля на Витиме фактически еще глухозимие. Рыба не успела отойти от зимы и продолжала стоять на ямах. А гальян, воспользовавшись этим обстоятельством, занял весь плес. Ох вы, гальяшки-то в устье, да как дергаете здорово. Мы решаем сменить место рыбалки. Сворачиваем лагерь и переезжаем, хотя и не очень далеко. Место красивейшее и уже обжитое рыбаками. Встреча для нас была очень кстати. Читинские рыбаки оказались общительными. Они поделились с нами информацией о клеве. Только с утра. И, между прочим, рыба крупненькая идет. Рыбаки – народ наблюдательный. Кроме самой рыбалки, таежники подмечают всю красоту витимских мест. Вот скала красивая, и голова, ну, и рот, и глаз, ящер, это динозавр, смотри. Плотва оказалась очень кстати. Ее мы использовали в качестве живца для установки самоловов. Еще раз хочу вернуться к мотобуру. 1 или 2 самолова ставить смысла просто нет. Очень маленький шанс на успех. Ведь рыба подо льдом ходит по определенным кормежным тропам. Найти такую тропу и была наша задача. А чтобы ее отыскать, приходится бурить много лунок. Вот тут мотобур просто незаменим. Вот этот хороший самолов, видишь, чубачок сидит. Закат посвящаем спортивной рыбалке, чтобы убедиться самим, клюет здесь рыба или нет. Убеждаемся, клюет. И в предвкушении утреннего жора уходим устанавливать самоловы вечером. Самолов довольно простая снасть, его можно сравнить с жерлицей. В принципе то же самое, только без сигнального флажка. Здесь карабинчик, чтобы этот самоловчик крутился. Делается поводок согласно глубине льда. Вот. Наживляется живец. Ну, можно, желательно, гальяна, хариуса, окуня. Вот. И опускается под воду. Если живец начинает подо льдом играть, вот, хищник его вначале преследует, потом подстраивается под него, потом его хватает и потихонечку леску выдергивает отсюда, вот ее с этого канальчика, и начинает он всасывать ее в себя этого живца, то есть питается. А я и не разматывал его еще, как отдали, так он. Пошел, ожил, ага, свежий водит. Надо воду, кстати, сменить. Вот где настоящая романтика. Ночь, река, тишина, фонарики. Все же режим есть режим. Маленьким бай-бай пора. Все, давай, Миша, спать. Спальник расстегни-то. Да расстегнут у меня. За окном УАЗа шумит тайга и спит Витим. Где-то отозвалась ночная птица, ухнула и затихла. Романтика таежной жизни сама подсказывала, не хватает гитары. К счастью, она у нас с собой была. Гитара на сон грядущий. Что может быть лучше хорошей песни в тайге? Я бежал из ледяного плена, мне было мало на земле тепла. Но я не сдался, и я солдат вселенной, мировой войне добра и зла. И я обрушил тучи жгучих молний в этот мир молчания и льда. А на земле, как всегда, то зима, то весна.
сна. И в продолжении смотрите в следующей серии проекта «Фишка». Спортивная рыбалка. Снасти, проверенные временем. Секреты таежной кухни. Засол хариуса на лимье уха. Прощание с Витимом. Следующая серия 17 мая. Не пропустите.